Угу. Уважаемые подписчики, мы оценили ваш интерес к прошлому разбору, когда мы демонстрировали нестабильность шеи на примере слабых мышц. Сегодня мы возьмем модели аналогичные и разберем клинику боль в плечевом суставе на примере нестабильности лопатки. Я буду тестировать у всех одну и ту же мышцу, это передняя зубчатая мышца, либо в принципе как стабилизаторы лопатки. Если у пациента нарушена стабильность лопатки, рука будет нефункциональна и под определенным углом будет слабость. У пациента может быть боль в плече, может быть боль в локтевом суставе. И на самом деле лечить плечо неэффективно, пока вы не найдете причину этой слабости. Первая модель. Мы тестируем мышцу, да видите, есть слабость. Где может быть проблема? Я попробую стабилизировать лопатку, не помогла. Стабилизация ключицы. В данном случае проблема плечевого сустава связана с нестабильностью ключицы. Это может быть падение удара, это может быть дисфункция любого из суставов, например, грудино-ключичный сустав, ключично-акромиальный сустав. Любые травмы, переломы, растяжения на уровне ключицы будут создавать нестабильность плечевого комплекса. Согласен? Следующая модель. Руку какую тестировали? Эту. Здесь слабость. Стабилизация ключицы, как у прошлого пациента, нет. Стабилизация лопатки, нет. Стабилизации самый нижний угол лопатки включилась. Видите? Два варианта. Первый вариант – найти кого-то, кто будет ее придерживать, и рука будет работать. Второй вариант – найти специалиста в вашем городе. Под этим видео будет ссылка на специалистов, которые прошли у нас обучение. Вы можете по этой ссылке найти специалиста по фильтру в вашем городе и обратиться на прием. Соответственно, в данном случае какая будет клиника? Поднимаю там, в фитнесе гантелью, болит, но когда делаю такое же движение, лежа на спине, а лопатки стабильные, либо придавливаю лопатки к стене, становится легче. Видите, вы говорите этому специалисту, он устранит причину нестабильности лопатки и плечо перестанет болеть. Следующая модель. Правая рука, да, у вас была? Да. Я тестирую. Давите. Сила. Может быть такое, что у нас случайная модель. Давите. Сила. И часто есть такой комментарий. Не часто, кинезиологи пишут. Вы неправильно выполняете тест, потому что давите на кисть. Нас же в кинезиологии научили так тестировать. Тогда вопрос, а каким образом вы открываете дверь? Локтем, предплечьем. Вы открываете кистью, и я надавлю на кисть, она выключается. И те, кто говорят о том, что это тестирование неправильно, слабость будет, тогда почему ее нет? В данном случае есть проблема в правой кисти, либо в правом лучезапястном суставе, и поскольку идет нагрузка на кисть, рука выключается. Доказательство этому, если во время теста я сейчас стабилизирую лучезапястный сустав, не помогло, кисть, видите, здесь проблема на уровне костей запястья. Когда я их полечу, плечевой сустав здесь не будет беспокоить. Какая рука у вас была? Правая. Ага. Левая у вас рука была. Давите. Есть слабость? Иногда пациенты приходят с болью в руке после, например, стоматологического воздействия. Что вы можете сделать? В данном случае проблема не в этом, но, тем не менее, придавите щечку. Вот эту. Давите. И не помогло.
Если у вас болит рука и не поднимается через месяц после стоматологии, нужно обратить внимание на это, и, скорее всего, причина в болевых рецепторах расположена здесь. На самом деле здесь есть рубец на шее. Мы его также придавливаем. Придавливай. И становится легче. Тогда вывод. Пока вы не полечите этот рубец, рука не будет работать. Сколько вы долго не использовали физиопроцедуры, массаж, физкультуру, введение препаратов самых дорогих, сустав как не работал, так и не работает. На какое-то время может становиться хорошо, но сустав продолжает изнашиваться. Если вы в самом начале его не полечили, то спустя 20-30 лет этот сустав уже не будет реагировать ни на какое лечение. Даже после лечения вот этого рубца он уже будет потерян безвозвратно. Поэтому вовремя надо такие штуки диагностировать и лечить. Следующая модель. У нас дыхание, да, было? Значит, есть еще такой тест, давите. Мышца работает, но на самом деле пациент двигается, нагружает ноги, совершает, соответственно, дыхательные движения учащенно. Что будет, если, например, мы нагружаем руку, Иван пошел в зал, нагрузил, раздышался, смотрите, что произойдет. Давите, сила, сделай пару вдохов, выдох, и все, дыши спокойно. И слабость. Я стабилизирую, давите. У кого-то дисфункция будет в самом начале, слабость, я сразу начну стабилизировать. Здесь нужно сделать движение, чтобы слабость появилась. Еще раз дыхание, выдох, слабость. С другой стороны, давите, слабость не наступает, потому что проблема с левой стороны. Здесь нестабильность грудной клетки, которая усиливается при дыхании, и выключается рука. И от того, что вы будете лечить руку, дальше вы это все знаете. Просто даже нагрузка на эту зону, слабость. Следующее. Рука. Правая. Давите. Сила. Давите. Сила. И пациент пришел, а плечи работают. А он говорит, болят, например. Может, больничный хочет выпросить. Вы должны сделать то, что нагружает плечевые суставы и заставляет болеть. Например, попрыгай. Дави. Хуже не стало. Подвигай шеей. Проблемы плечевого сустава связаны с шейным отделом позвоночника. В данном случае, пока вы не полечите шею, плечо так и будет беспокоить. На самом деле это не худшая история. Почему? Потому что в чистом виде у Сергея плечо работает. И, возможно, он научился не нагружать шею, чтобы не выключалось плечо. Хуже, когда к вам приходят пациенты, смотрите, я сейчас с неработающей рукой, в данном случае, держи, я буду стабилизировать шею, видите, вот средний шейный отдел в него включает. Я должен найти причину нестабильности среднего шейного отдела. Иногда визуально можно увидеть, что делает пациент. Покажи, как ты стояла сейчас. Два варианта, две опции. Первое – это директор. А если это не так, это доктор УЗИ и специалист-педиатр уже практически. Второй вариант – вы стабилизируете этот сегмент. И тогда здесь будет проблема в пояснице, еще и проблемы в тех суставах, которые нестабильны. В данном случае плечевые суставы. Например, слабость. Где-то надо придержать. Я стабилизирую поясничный отдел. Не помогло. Давите. Не помогло. Еще раз. Вот здесь становится легче. Здесь проблема нестабильности поясничного отдела позвоночника. И когда вы нагружаете плечи, вы начинаете падать, и чтобы вы не упали, рука выключается. Давите. Давите. Сила. Не держу. Слабость. Увидели падение?
Здесь может быть проблема поясница, пациент скажет, болит плечо, болит колено или колени. То есть вам нужно найти ту зону, которая будет объединять эти дисфункции. У тебя правая. Давите. Слабость. С левой стороны давите. Дави, дави. Дави. Слабость. Дави. Слабость. Тогда вопрос. До подбора модели не работала только правая рука. Сейчас не работает и левая. Я понимаю, что эта проблема не в плечевых суставах. Она сейчас шла, стояла на ногах, и ей стало хуже. Видите? В данном случае вы можете посмотреть в позиции сидя. Если пациенту позиция сидя становится лучше, это могут быть ноги. Но я стабилизирую таз. Дайте. Еще раз. И становится легче. Фиксаторы на область таза, в данном случае, они могут помогать на время пользования. Это так вся история. Возможно, на пару дней попользоваться и будет легче, но как только вы устранили причину нестабильности, давите, в левом крестово-подвздошном суставе, ее плечевые суставы будут работать лучше. Здесь будет проблема в области таза, поясницы, плечевые суставы и нижние конечности. Мышца, давите, сила, давите, сила, попрыгаем на правой ноге, давите, сила, на левой ноге, и как вы видите, проблема нестабильности плечевого сустава проявляется, когда идет нагрузка на левой стопе. Прыжки, ходьба, бег. И далее, как найти тот сустав? Дайте. Сила. Я нагружаю стопа, голена, стоп. Дайте. Колено. Лечите колено, сустав, плечевой сустав становится легче. Напишите в комментариях, насколько полезны эти разборы. И в ближайшее время, я думаю, сделаем разбор по коленному суставу. Всем пока.